скоро в школу, но у этих ребят учеба продлится вдали от дома. Им необходимый особый режим и лечение. Многие из них только родились в тот трагический год Чернобыльской беды, а некоторые пережили те страшные, полные тревоги дни после аварии. И чтобы вылечить маленьких пациентов, организовать постоянное наблюдение за их здоровьем, и создан этот лечебный санаторий. Санаторий находится в глубинке Украины, и как важно не забыть о нем. Помочь в становлении медицинских кадров, в организации полноценного лечения чернобыльских ребят, наших с вами детей, которые нуждаются в постоянной помощи взрослых. Откликнитесь, санаторий ищет спонсоров. Мы здесь не просто так, мы идем на дело, собираемся оказаться в заброшенном бомбоубежище. Здание, в котором расположено бомбоубежище, медленно разрушается, а само бомбоубежище, надеюсь, хотя бы дизель-генератор оттуда не вынесли. Посмотрим, что из этого выйдет. Сдулся пол. Там столовая. Да, нам туда. Здесь довольно крипово. Особенно вот эта вот статуя Христа вот там вдали. Ух ты. Интересно. Кстати, неплохо. Новая сетка. От 2004 года. Здесь раньше была столовая, сейчас плита. Там скоробар какая-то. А там птички живут. Но нас же интересует подвал. Здесь взорвался паркет. В прошлый раз паркет был живой, надутый, сейчас взорвался. Вот такой был. Там у нас второй этаж. Тут у нас, по идее, вход в бомбоубежище. Интересно, как можно посмотреть все это. Какие-то старые
Бывший даже не представляю, что это такое. Пошлите. Пробираясь коридорами заброшенного санатория, размеренно уничтожаемое временем, мы беспрепятственно добрались до бомбоубежища, которое, благо, так и не нашло своего применения. А нынче выполняло роль могил для погребенных в нем помещений и остатков оборудования. Короче, такая дверь. Она очень толстая, кстати. Вот у меня 2 пальца. Я почти в длину пальца дверью бою. На входе мы увидели 2 гермодвери, при закрытии которой обеспечивалась защита от попадания радиоактивной пыли, химикатов, а также от ударной волны и горения. Здесь что-то капает. Какие-то пожарные причиндалы лежат раньше. Внутри бомбоубежища царила кромешная тьма, сырость и запустение. Отдельные элементы былой утвари все еще находились на своих местах, как, например, ящики для песка, койки, нагромождение которых занимало половину свободного пространства бомбоубежища, и прочий хлам, медленно тлеющий от влаги. Нас интересовал дизель-генератор, расположенный в отдельной комнате, с 2 собственными гермодверями. У нас отделение здесь стоит. Этот самый. Здесь находится. В одной из комнат находится. Так вот он и есть. Вот не унесли. Дизель-генератор. Коммуникации не могли. Тут же что-то вынесли, походу. Возможно, он бы даже еще бы запустился. О, какой-то ёмкая труба. Труба. Неудивительно. Ёпта. По-моему, он растеребанен уже. Упс. Это, наверное, бензиновый бак. А это масло-бак. Ну, бензиновый дизель. После комнаты с застывшим сердцем бомбоубежища мы принялись осматривать остальные помещения, которые в большинстве своем были пустыми, а об их назначении нам указывали лишь старые таблички на дверях, либо остатки атрибутов и сантехники. Удивительно. Здесь поддон, а умывальник находится на груди, на груди.
подразделялись на женские и мужские. Здесь отвалился свет. Это, видимо, водоснабжение. А здесь вентиляция, здесь фильтр вентиляционный стоят. Как называется комната, нет. Пол. Не, не пол. Пенек. Это пол. Это пенек. Это рабочая комната. Возможно, здесь разделывали мясо. Это рабочая комната номер 7. Всего в бомбоубежище 3 входов, один из которых размещен в подвале санатория, а 2 остальных на улице. На случай ядерной войны. А вот тут есть вот такие штуки. Уже их поразламывали. Здесь лампы и антирадиационный ХП-5. Походу этот самый противогаз. И антирадиационный набор. Такой вот. Также здесь есть карты глобусные, неизвестно зачем. Это просто глобус. На койках были разбросаны средства химзащиты. Бутылки с жидкостью, обмотанные в толстый слой ваты. Пролежали они там более 30 лет. Вместе с испорченными противогазами, каким-то хламом, нынче не представляющим никакого практичного применения. Тут все превратилось в труп. Тут есть стойки собак, какой-то краски, не знаю.
огромная комната. И очень важная комната. Это центр управления. Но здесь нет ничего. Огромная вентиляционная труба. И две лампочки света. Выключателя нет. Зато ключи есть. Кладовая продуктов. Непонятно наличие такого большого количества новогодних пакетов. Продуктов здесь нет. Но есть пакеты неизвестного назначения. Тут их супер много. Непонятно. Ух ты. Это фильтрационная станция. Фильтра. А то и плиткой воздух засасывался с улицы и подавался на фильтрационную установку. Вот по вот этой трубе, да. А тут он написан. Странно. А это аварийные шахты. Ой, не аварийные, но шахты. Закрученные болтами. Ручная задвижка. И 3 бутылки выпивки. И кусок мотора. Странно, здесь крыльчатки нету. Вот там крыльчатка валяется. Странно. Весьма странно. Площадь бомбоубежища около 600 квадратных метров, а общая примерно 1000. Навскидку мы насчитали 15 комнат разного назначения. Комната управления, комната связи, телетайп, медпункт, рабочие комнаты, фильтрационная, генераторная и несколько туалетов. Так, теперь мы выходим с бомбаря. Бомбарь, потом бетоном залитый, наверное, расстояние, может, земля. И дальше пол училища, а дальше еще два этажа комплекса отдыхающего. Интересно, это новая распечатка или старая? Кстати-то. Какая-то деревянная штука.
Ага. Ничего себе. Вот тут размер. Забрал вещи, да? А что тут еще есть? Тут такое впечатление, как будто все новое. Здесь, наверное, мастерская была. Тут уже прямая связь с улицей. Вентиляционное отверстие. Шахта. В противоположной от бомбоубежища стороне находятся электрощитовая и мастерские, где особо интересного мы ничего не нашли, и отправились дальше обследовать заброшенный санаторий. Здесь, когда мы последний раз были, вот этот стол стоял. Давайте мне этот самый фонарик. Хай светит. Вполне живая грамотка. Может, здесь кто живет? Как вы думаете, Дмитрий? Думаю, нет. Вау! Какая тарелка. Вообще класс. Офигенная тарелка. Правда класс. Рома лысит. У меня бабушки такие хотят были. Нормально. В учительское количество дешевой прессы просто зашкаливало. На полу были раскиданы журналы со старыми сплетнями и ушедшей модой. Вот эта комната. В одной из комнат плесень настолько хорошо прижилась, что покрыла стену сплошным черным ковром, источая затхлый запах на все помещение. Казалось бы, ей впору было бы свисать гроздьями с потолка. Это плесень. Вообще. Мне кажется, дышать ей нельзя. Да, воняет. Воняет здесь жестко.
обнаружили картину, судя по наклейке в углу, нарисованная кем-то из пациентов санатория, и представляет собой очень интересную композицию. Симпатичная плиточка. А что мне нравится интерьер? Розовый с голубым хорошо смотрится, по-моему. Второй вход и переход на второй В этаж. холле одного из корпусов мы обнаружили кипу старых документов. Это были бланки санаторных книг, записи о пациентах санатория и так далее. Но мое внимание привлекла груда личных дел бывших сотрудников санатория. И их лежало на столе около 30 штук, и я, интереса ради, решила посмотреть фотографии людей, работавших в санатории. Ух ты. Ради сохранения их личных данных Смотри-ка. я скрыла текст, написанный в личном деле, оставив зрителям только фото. Он напомнил мне Роберта Патрика в роли Т-1000. Гораздо позже, просматривая записанное видео, я обратила внимание на графу «Социальное происхождение» в личном листе по учету кадров и запись от руки в этой графе. Удивительно то, что мне удалось найти этого человека в соцсетях. Воистину, интернет знает про нас все. Может, эти аптека? Лики у борг невідпускаємо. Это было, это сам, Дмитрий, это было типа, короче, продажа лекарств. Типа аптеки. Я сразу вспомнила пилу. Надо на батарею заменить уже камеру. О, ты смотри, Дмитрий. Смотри. Микросхемы. Радиорубка. Трепещите перед драгметаллами. Трепещите перед транзисторами. P416P. Круто. Ёпта. Конденсаторы. Ёпта. Мосты. Телефон. '63 год.
доска прибита к батарее. Такая интересная полукруглая стенка. Такая, типа, знаешь, как-то так интересно полукругом печь. Диванчик. Диванчик. Леска. Кстати, двери здесь такие неплохие. Мы осматривали комнату за комнатой и в поисках интересного наконец обнаружили помещение, похожее на библиотеку, судя по обилию книг, раскиданных вокруг, а также газет, журналов и документов вперемешку. Украинского. Не воевали за родину. Очень много. Книга путешествий. Плакатные новые. Взгляд. Вид на школу. Ё-моё, здесь очень много. Не прямо лежат под ногами. Жалко. Жалко было оставлять книги, честно говоря, но расхищение казенного имущества крайне не приветствуем, поэтому оставляем их на произвол судьбы. Была какая-то библиотека или что типа того. Запах зеля. Вау. Чик. Вау. Диски. Да, здесь просто невероятное количество книг. Жалко, что все. Жалко, что все это пропадет, конечно. Жалко. О, здесь так сыростью воняет. Ух ты, а что за тетрадочка такая? Мы не из вредности прячем название санатория, а из опасения за его целостность. Несмотря на то, что это место охраняется, особо ушлые деятели понемногу растаскивают уже и без того скудное имущество санатория ради собственной выгоды. И тут ничего нет. Жалко. Здесь ни одной лодки. Ой, вот тут чуть нет самое. Чуть не вылез.
интересно. Стройная комнатка. А мы идем дальше. Здесь какой-то музыкальный инструмент, я так понимаю. Я не знаю, что это такое, но это называется «Юность 13». Это, видимо, какой-то музыкальный инструмент. Большая розовая комната. О, смотри, а как это так? Лампы наполнились. Лампы наполнились водой. Офигеть. Мне нравится цветовая гамма комнат, выполненная в мягких светлых тонах. Помещение не ощущалось пережитка прошлого, как в старом советском здании. Вероятно, в 2000-х годах санаторий делал освежающий ремонт. Но, как бы там ни было, в комнатах, не сильно затронутых плесенью и разрушением, было приятно находиться. Ткачун, главный бухгалтер. Бухгалтера, кроме бумаг, ничего интересного нет. Но все равно зайдем, посмотрим. Ну, у бухгалтера есть только конфеты и столы. Ну, естественно, куда бухгалтер без спокусы. У бухгалтера должна быть спокуса. Пшеничная спокуса. Это комната. Судя по обилию игровых комнат, кинозалов и прочего, дети действительно старались обеспечить хороший досуг и лечение. Важно отметить, что вокруг санатория великолепная природа с лесом и большим озером. Крыша — это бич. Здесь как раз находится та комната, в которой вода стоит. И тут с крыши. Это когда не слушаешься, тебя туда закрывают. Все. Ты как бы пришел в видеозал, провинился, тебя закрыли, и ты слушаешь кино, а не смотришь. Мы на крышу пойдем или нет? На крышу пойдем или нет? Там еще да. Здесь стулья рядами стоят. Куча стульев. Мы находимся на крыше. Там улица. Там недостроенный маеток. А там люди живут.
крышу. Да, сейчас это символично звучит, конечно. Здесь тоже что-то полили. Мы исследовали крышу. Первый этаж, часть второго этажа, вот то крыло. Теперь идем в это. Антенна. Думаю, телек будет работать. Кто-то сюда очень сильно хотел попасть и попал. Но комнаты здесь нет. Фиолетовые. Что? Кто-то идет. Нравится эта плиточка. Симпатично. Блин, какие классные цветы, мне нравятся вообще. Возле санатория часто проходили люди, группами и поодиночке. Хоть как мы ни старались вести себя тихо, вздувшийся паркет хрустел и скрипел под ногами. Благо, мы и далее оставались незамеченными в этом здании. Это плесень или что-то сгорело? Да, вот это сгорело. Или, похоже, кто-то распотрошил лазерный принтер. Это, наверное, актовый зал. Это вентиляционная. Были телевизоры, их поразбирали. 3 ВЦТ. Блока питания нет, все остальное есть. Не. Не. Да, тут таки был принтер. Вот бутылочка с краской для принтера. Ух. Ну, вы понимаете, не работает. Вот это можно так. Это именно то. Теперь это звучит именно так. Еще один телевизор.
5 точно ходит. Марина, наверное, нет. Дядь. Целый клан нашли. Забито. Какие-то совместные комнаты. Здесь одна комната, с другой стороны другая, а по центру кухня, что ли. О, смотри, чьи-то следы здесь есть. Тут, наверное, странно, смотри, повынимали доски, наверное, кто-то себе парки открыл. Доски вынуты, прикинь. Кто-то батарею захотел помою нести. Шкафчики. Может, свет будет? Не судьба. Очень насыщенный запах. Наверное, все-таки это плесень. Здесь совмещенные комнаты. Здесь многоёршиковая комната. Видно, кому-то одного ёршика было мало. Зеленая комната. Интересно, она была зеленая или она просто позеленела от сырости? Проведя в заброшенном санатории без малого 2,5 часа, мы добрались до последней неизведанной части здания. Картина предстояла не просто печальная, а откровенно депрессивная. Стены вымокли настолько, что штукатурка осыпалась как песок, а пол просто разорвало, будто его пропахали бульдозером. И третий этаж. Он же чердак. Тут все супер аккуратно выложено. Прикроватные тумбочки. Странно, как-то почему-то посношено все в разные места. Мы не выйдем на крышу, там склад прикроватных тумбочек. С каждым годом ему все тяжелее и тяжелее. Выход и розовая комната. И длинный коридор туда. Тут
выросли растения на этом самом, на стене. Да. Жесть. Смотри, я никогда не видела, что растения так росли. Ковер целый на стене вырос. Представляешь, какая здесь сырость. Скорее всего, этот корпус отвалится первым, я так понимаю. Возможно, уже через пару лет. Я хочу, чтобы вы обратили на это внимание. Я такого никогда не видел. Это паук сплел паутину вот так вот. Офигеть. Она приплетена прямо к стулу. Удивительно. Супер паутина. Видел когда-нибудь такую? Вообще жесть. Очередная розовая комната. Розовый выход. Здесь настолько сыро, что оно выросло прямо на стене. И, по-моему, вполне неплохо себя чувствую на этой стене. Похоже, что именно вот это крыло, оно очень сильно разрушается, потому что здесь просто тонны штукатурки и всякого мусора. Похоже, что этой части здания скоро придет конец. Ну, возможно, обрушится частично или полностью. Алды на месте. На районе жила девчонка, которая одевалась как Вилли Валу. Шапочка такая черная, типа гондонки. Плащ черный. Такая интересно выглядела. Походу, была большая его фанатка. Здесь, кстати, классный ремонт был. Плитка так хорошо уложена. Плитка не абы какая, нормальная. Пестрая комната. Очень хорошо сохранилась. Чуть-чуть потолок пойдет, но в принципе вполне неплохо. Обратите внимание на обои. Они прямо как будто выкрасаны. Так интересно. Тут такой хребет из сдувшегося паркета. Тут все в пыльце. Тоже чернейшая рись. Санаторий был построен ближе к развалу Советского Союза для детей, которые пострадали от Чернобыльской катастрофы. И он принимал около 600 детей ежегодно на оздоровление. Но, к сожалению, в 2008 году из-за проблем с бюрократией, с финансированием санаторию запретили функционировать. Там осталось уже малое количество сотрудников, около 6 человек. И к 2012 он уже перестал функционировать. По-моему, полностью его закрыли уже в 2014, если я не ошибаюсь. Да, там лежали старые документы, датировавшиеся 2008 годом. Вот, но фактически именно официально его закрыли в 2014 году.